Ребят, смотрите, вроде автомобильная дорога, асфальтированная. Я тут ни одной машины не видел, ни души не видел, кроме нас, да, Андрей? И водоема на карте не видел. Ребята свернули с дороги, едем к озерцу. Его проезжаешь, с дороги особо не видно, или надо постоянно головой крутить. Тут такая березки. Подберезовики здесь должны быть, грибы. Ловля, частный водоем. Ловля рыбы запрещена. Ух ты, берез сколько. Ух, какая. Ух ты. Ну вот и приехали, ребята. Ребята, еще раз всем привет. Остановились на такой импровизированный привал. Обед. Надо перекусить. Гоняли. Погода хорошая. Думаем, почему бы на берегу какого-то частного озерца не присесть. Рыбу здесь ловить нельзя. Но мы рыбу ловим. Мы будем здесь делать наш любимый обед. Сегодня разбавим сосисками доширак. О, да. Костер не палим, потому что с кострами сейчас Сухо очень. Нельзя сейчас. Я считаю, что это пожарная безопасность. Какие не сейчас было костры? Тут такая березовая роща. Тут, да. Вот просто вспыхнет от любой спички. Конечно, не хватает нам столика. Столик мы хотим взять, у Андрея есть. Но он достаточно большой, поэтому да, пока без него. Андрей говорит, что довольно-таки проблематично его с собой возить. Поэтому будем пока без него. Ну, тут чистенько, хорошо. И без столика обойдемся. На солнце прямо жарит. Да, солнце сегодня опять активно очень. Кто чтоб не говорил, а какое сегодня число, Андрей? 14 сентября, но я такого не помню. Чтобы именно так. Ну, купаться можно. Да. Так, если подумать. Летом не всегда так жарко, когда мы купаемся. Мопеды сегодня, сколько мы заправили, по одному этому израсходовали. По одному делению, да. Надо сосиски почистить сразу. Сегодня, думаем, мало ли, дольше будем. Поэтому взяли чего-то хоть мясного, да?
Ну зато забыли огурцы, Игорь. Огурцы, да. У нас или овощной, или мясной. Забыли огурцы. Ладно. Главный ингредиент не забыли, хоть который в водичке лежит. Да. Так, ну а ты зальешь кипяточком, да, закроем и дело здесь под 3, ну, одну не знаю, можно ли. Ну, одну. А домой уже не повезем. Сосиски домой не повезем, ребят. Если не влезут, подкорм рыбы сделаем. Да вон, идем в деревню, будем, явно кот какой-нибудь на встречу выйдет. Да нормально, смотри. Не, он 3, наверное, не знаю, влазит, нет. Ладно, 3. Мне больше не надо просто, на самом деле. Коту отдадим, да. Ой, солнце, конечно, активно. Тут такая просто березовая роща, одни березы. Прям смотришь, как прям в песне, да, поется. Угу. Про березовые рощи. Я так понимаю, это про эти березовые рощи и поют. А я вам что, не то что напою, а скажу, что пока я не жалею, что я поменял резину переднюю. Вот что могу с уверенностью сказать по поводу передней резины. Акустический комфорт. Я вот раньше ехал и думал, что-то начинает так с определенной скорости подвывать. Я все думал, возможно, ну, шестеренки КПП, там, они прямозубы, то есть ничего страшного, если они будут. А потом я понял, скорее всего, эта резина по асфальту начинает разгоняться. Оно так и есть. Вот сейчас эту поставил, все, этот шум ушел. Сегодня у нас какой-то царский. По-богатому. По-богатому сегодня. На то даже есть причина. Да, Андрей? Рано, Игорь. Рано, конечно. Ну, я бы сказал, ну рано, да. Ладно. За хорошее путешествие. Да, закрывается это, ну, я думаю, заварится. На таком солнце, конечно. думаю, просто Все заварится. все заварится и все сварится. Куда мы поставим? Под плащ-палатку твой? Да здесь так оставь, наверное. Неси пивко. О, Андрей, все уже. Ну пиво надо до еды начинать. Говорит, давайте начнем. Ой, уплывает. И ныряем за рыбкой. Вот она наша рыбка. Вот, сейчас возьмем, холодненькая. Опа! Одна рыбешка. А вот до второй не нырнуть бы. Вот, все. Спасибо за внимание. Айфон все противоводный, Игорек. Я пиво не уплыло. Не, говорит, если б ты даже Ага. не стало бы. О, нулевка пшеничная. О, ребята, зожники. Это даже, я считаю, лучше всяких газировок. О, Безалкогольная, прошу заметить. прошу за ваше здоровье. Ну, да, давай, безалкогольное. О, оп, В за бокальчике, путешествие. конечно. Чтоб мопеды ездили. Свое мнение о Балтике нулевки можете написать в комментариях. Я скажу, что я его пью. Я вообще не пью, но нулевку я эту пью, потому что мне кажется, она лучше, чем какая-нибудь газ-вода с красителями и с сахаром тем же самым. Тут сахар отсутствует. Так что, ребята, советую, рекомендую. Даже зожникам, вот Алексею Игоревичу пойдет 30 килокалорий. Ну, даже зожником пойдет. Опа. Можно и сесть.
Где? На Ролтоне. О, Дай телефон сфоткай, думаю, там. А, ай! Ребят хотели стрекозу. Не успели. Вот реально можно сидеть, загорать, да? угу. Так с Балтика даже горелку кофе не надо. Не будем, да, открывать? Не. Не, ну мне кажется, одной там можно. Напьешься. Напьешься, да. Как Андрей обратно поедет, я не знаю. Ну, 0. Без- Законный 0, да. Законный 0, ничего не скажешь. Ну что там, сварились ли наши супы? Суп. Главный суп — это пиво. Ребята, время обеда. Всем приятного аппетита. Кто обедает, кто не пообедал, кто еще будет обедать. А может, кто-то смотрит, завтракает, кто ужинает. завтракает, кто ужинает, да. Всем приятного аппетита. Ну и мы приступим к нашему, так сказать, туристическому набору, к которому мы уже привыкли за много-много раз. Правда, чуть-чуть сегодня рацион мы расширили. Вот так бы сидеть до декабря, января, да? Вообще даже ни звука машины, ничего. Ну вот урлы какие. Так дорога, ты видел дорога? Она вроде есть, но по ней, походу, никто не ездит. Ну редко, она же в некоторых местах трава растет среди асфальта. Вообще хорошо. От городской вот этой суеты. Да даже от езды на мопеде. Ты ж едешь, все равно ветер, шум. Знаешь, А вот сейчас, даже гамачок брать с собой. ну, вот тут берез вон сколько развесил. Лежи. Кто-то скажет рыбку ловить, но я еще раз повторю, это частное озеро, тут рыбу ловить Табличка нельзя. была, да. Предупреждала, что запрещено. Ну и мы не Стрекозы. рыбаки. Да, и мы не рыбаки. Даже снастей нету никаких. Да сейчас и снасти тоже говорят, что хорошие снасти тоже сейчас ни копейки стоят. И удочка, и... Особенно, когда не понимаешь, будешь хватать все подряд, да? А потом окажется, что не надо, А да. потом окажется, что это не надо, то не надо. Так, ребят, надо добороться мне с сосиской. Очень сытно оказалось. 3 сосиски, это даже... Мне бы даже 2 хватило. Уже время. Это мы сегодня еще успеваем. Ну, просто недалекие точки все были рядом. Ну да. Так съехать 100 километров, это получается, ну как ни крути, 2 часа, допустим, до места. Да. А вот так, если как мы там ездили, на еду тоже уходит много времени. А почему я начал про поездки выходного дня? Просто это тот режим, который доступен большинству людей. Потому что не каждый может собрать рюкзак, хлопнуть дверью и уехать на 7 дней. Кого-то держит семья, кого-то держит работа, а кого-то, ну мало ли, много обстоятельств у людей. И поэтому это единицы, которые пишут: уехал на Алтай, не ждите меня на 14 дней, да? Не, ну мы кто-то может в отпуске Если готовился только к в этому. отпуск, да. Но люди семейные, опять же, в отпуск, да? Ты ж один не поедешь в отпуск. Ну а на мопеде только одна. Да, на мопеде это только один. Поэтому для нас приемлемо в большинстве своем вот такие туры выходного дня. И даже иногда не 2 дня, потому что и семье время уделить, Ну, и и свои домашние семейные, какие-то, да, да. домашние
какие-то. Поэтому выбираешь день, и пока позволяет погода, едешь. Это мой, понимаете, ребята, это мой к чему посыл, что зачем мы вообще снимаем эти ролики, поездки, да, это как бы не основной, как таковой контент не основной, да, хочется технические моменты, но нельзя же постоянно сидеть в гараже и крутить гайки, и говорить, насколько каждая гайка и с каким моментом она затягивается. Хочется, тем более техника новая, хочется развеяться, проехать, вам показать, что у нас тут есть. Мы также говорим, тоже снимайте, тоже ездите, тоже делитесь. Ну и плюс мопед это какая-то более мобильная, Да. более мобильный транспорт, чем, ну, по крайней мере, стандартный автомобиль. Не только более мобильный. Ваше путешествие выходного дня, оно бюджетное. Потому что мопед заправить не составляет труда. И его расход позволяет вам, ну, как бы относительно бюджетно. Ну, и этот момент. А еще момент, вот в прошлый раз мы ездили, допустим, в Брод. Ну, ты же на своей машине туда не сунулся. Ну, конечно, нет. Это нужен какой-то подготовленный хотя бы внедорожник. Ну, Конечно, УАЗик, конечно. либо что-нибудь там, Toyota и прочие, Land Rover. А мопед позволяет Мопед и позволяет. достичь некоторых точек, и бюджетно достичь этих точек. Даже если он застрянет, там вы вдвоем просто его вынесете на руках. А машина, там лебедка нужна, а это совсем другие деньги. У меня вот есть товарищи, ездят тоже на мотоциклах, прочее, и как-то мне рассказывал расход свой за какую-нибудь поездку покататься. Там расход такой же, как у машины, а то и больше. Ну, смотря от того, как ручку газа будет откручивать. Поэтому не скажешь, что на 2 литрах 100 проехал. А тут получается 2 литра, 2,5 на 100 километров. На баке 300 километров проехать можно. Бак заправили, у вас мобильность 300 километров. Ну, плюс с собой на всякий случай можно. Вот, Ну, как у и, Игоря, там, и заправки-то есть. Да, Это мы так, заправки да, чуть-чуть упростили. Что именно запас хода, если у нас только в баке. Даже в денежном эквиваленте. Сколько мы там заправились? Ой, 400? 500, Нет, ты 400 с чем-то рублей, да, сказал, даже не да. помню. Ну, что-то там Ну, совсем неощутимо. Вот даже в этом плане. Не нанесем урона семейному бюджету. А так выехать, конечно, интереснее катать в компании, да, одному, ну, кто-то одиночки больше. Конечно, в компании, хорошо, если есть компания, с кем катать можно. Да даже в случае какой-то технической неисправности, да. всякое в дороге может быть, все-таки с компаньоном всегда оно проще и надежней, да и веселей. Вот тут один сейчас бы сидел в этой роще. Да, один бы не сидел бы, сел бы где-нибудь около церквушки, Ролтон заварил бы, наверное. Да, поэтому... Кстати, Игорь, раз мы сюда, в этот район сунулись, можно по картам посмотреть. Потом как-нибудь сделать маршрут 2 района через Красненский и Монастырщинский. Но это не сейчас, конечно, а при более подробном изучении карт. Ребята, если так у нас уже разговор пошел, я думаю, мы уже нигде останавливаться не будем. Можно сказать, заодно и такой финал, да, запишем. Сезон к завершению, Да, близится. Сейчас настанут холода, Дожди. зимний период, да, дожди. Так что можете пока есть время, писать какие-то моменты, может еще технически осветить. У кого-то идеи есть какие. Может, успеем еще в этом сезоне что-то, какие-то эксперименты замерить. замерить скорость надо. Все просят, Игорь. Давай вот сейчас и сделаем на обратном пути. Найдем прямик с хорошей дорогой. Ну, ребят, да, если будет прямик с хорошей дорогой, потому что если в горочку или с горочки, я считаю, что это некорректно будет, да. Вот если будет прямик, на котором можно, попробуем. GPS-то есть, если что. Я по GPS буду все равно отталкиваться. Это один момент. В этом сезоне я, наверное, с резиной закончу. Но даже если не закончу, результаты я могу предоставить. Что я сделал. Потому что у меня не только переднее, в планах и заднее колесо. По вилке, я думаю, что пока холода не настанут, вилку трогать не будут.
потому что это, ну, не то что кропотливое, конечно, можно утром начать, вечером закончить, просто нет такой Нужды необходимости, да, все оно корректно. Это больше моя прихоть, может быть, чтобы заменить вилка, на масло. удивление, работает хорошо. Да, вилка работает хорошо, поэтому этим я займусь по холодам. Кому это интересно, ждите, видео будет. Будешь ли как-то консервировать на зиму, может быть? Знаете, ребят, да, вот Андрей поднял, консервировать, я консервирую на зиму, я когда буду заканчивать, я свои моменты покажу, как я делаю. Ну, кроме мойки, что там? Не, ну, обработать. сейчас не будем, нет, сейчас не будем, я сниму, я покажу, что вот будем, потому что зимовать они все будут явно не в квартире. Ну, в гаражах. В гаражах да. они будут зимовать. А может быть, ты купишь зимнюю резину, будешь участвовать в спидвее в каком-нибудь. Спидвее? А Он ты же знаешь, легенький, что, кстати, и, наверное... что мотоциклы в спидвее работали на спирте? Не знаю. Вот. А Там почему? двигатель на спирте работает. Больше крутится? Октановое число высокое. Видимо, им нужны обороты. Насколько я знаю, он или двухтактный там. Но я помню, что они на спирте. На метиловом или... Ну, метиловый не пьют, а этиловый, который им пригоден на для каком-то питья. спирте, да. Я особо в спиртах не разбираюсь. Кто-то спрашивал, можно ли нам зимой ездить. Ну, я думаю, на такой резине это будет так все удовольствие. Ну, а если снега нету, и, ну, Зимой я... и вы живете в Краснодаре, Ну, то почему нет? Да можно зимой. Зимой иногда проблема просто завестись на карбюраторный, ну, на карбюраторном, в принципе, на карбюраторной технике. А я все-таки считаю резина. Ну, ты в первом повороте просто улетишь. Нет, мы берем зиму, когда, знаешь, есть, к примеру, если человек из сельской местности, у них есть дорога, ну, типа грунтовки. Снег на ней не лежит. Ты едешь просто по мерзлому каменю. Ну, мне кажется, такое редко бывает. В самом-то все снег лежит укатанный. Не, ну по снегу. Я в свое время ездил по снегу. Ну, чисто баловство было. Не более того. Я просто вспоминаю свой первый сезон на велосипеде. Я вот решил, почему бы не покататься. Вот, во-первых, было непонятно, что на себя, какую одежду примерять, потому что либо жарко тебе, либо тебе холодно. Вот этот момент. Но На здесь велосипеде будет движешь, холодно. здесь будет холодно. И второй момент, я 2 раза упал и просто понял, что все-таки велосипед это для сухих дорог. Ну, или, по крайней мере, для дорог, а не для снега. И завязал с этим. Вот и все. Поэтому как зимой доехать? А я почему начал про заводку? У меня даже был Yamaha Трикер 250 кубовый. И я как-то в холодное время года, ну, решил его завести в гараже. Знаете, он у меня с пробегом был практически новый, 3000, да. Там, ну, все, технически он был как новый, ничего, я его не смог завести. Так он заводился нормально, но вот в гараже в минусовую температуру я его завести не смог. Он карбюраторный был. Поэтому там свечку пришлось выкручивать, чуть-чуть ее прогреть, потом, ну, вот такими манипуляциями, конечно, я его потом завел, но это вот просто прийти завести технику в холод, это тоже своего рода приключение, поэтому не знаю. Инжекторная заведется, а вот карбюратор может возникнуть проблемы. Да и я не рассматриваю технику зимой. Нет, ну у людей разные необходимости. Может, правда, там от дома доехать до Не, ну у нас это развлечение, кому-то действительно может Да. это как Если средство такая передвижения. необходимость, да, ну почему нет? Потихонечку едьте. Тогда я бы и купил уже еще резину на него. Шипованную. Шипованную. Она продается? Ну, есть, да. Но зуба-то не поможет, она же все скользить будет. Люди эти вкручивают, саморезы. Ну, такое, наверное, себе решение. Берешь злую резину и в каждый в этот вкручиваешь саморез. И Даже что, шляпкой. Ну, он же будет... А обратно он не вытолкнется? Не вытолкнется. Есть, шипуют. Ну, я видел. Не знаю, ребят, не знаю. Можете написать, может, у нас есть Да такие. нет, это так у нас эти фантазии по поводу зимнего вождения. Так что... Да, я с грустью уже думаю, что скоро зима. Как бы ее перезимовать. Чем заняться, как перезимовать. У меня всегда кажется, хорошо медведю ушел в берлогу и до весны там спит. Да. И ни о чем не думает. Вот бы нам так.
Потому что зимой реально наступает какой-то этот... Ну, как все засыпает, так, ну, наверное. вот все засыпает, и я бы тоже спал, потому что, ну, абсолютно жизнь текет не так бурно, как летом, да. Летом туда-сюда, то все, а зимой не знаю. Раньше хоть ютубчик можно было посмотреть. Сейчас С можно 4К на телевизоре. с VPN на телефоне. Рутуб будем смотреть. Потихоньку переносим на Рутуб. Я ну, наверное, уже видео вышло, в котором я тоже этот вопрос поднимал по Рутубу. Я считаю, даже если мы там будем, публиковаться мы там будем, конечно, Дублировать будем. дублировать, но с опозданием. Ох, хорошо. Уже такая пища хорошо пригрелась. Как говорят, Ой. надо собираться, а то мы уснем здесь. Да, вот, ребята, тут такой уже, знаете, с вами разговариваешь, какой-то, Солнышко, да, вот это, и солнышко еще греет, немножечко. убаюкивает, Да. и я бы уже вот на этом плаще Андрюшкином бы... Что это? Это сосиски. Так, Сосиски кошкам отдадим. или- отдадим, да, деревенским, пусть они у нас... Так что как-то так. Будем собираться домой. Да, будем собираться, ребятам, всем пока. Да. Всем пока, ребята. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, Да, ставьте смотрите. лайки, комментарии. До новых встреч. До новых встреч. Смотрите, озеро. Вот Андрюшка тут уже вещи пакует. На бережку мы тут посидели, перекусили. Больше всего меня заинтересовала вот эта березовая роща. Смотрите, сколько берез. И они такие все. Вот поэтому здесь баню построили, Игорь, наверное, веников очень много березок. Да, наверное, много березовых веников. Они как струны прям, эти березы. Я не знаю, как появляются такие рощи, но она очень большая. Рыбу ловить здесь нельзя, да? А под удочки стоят эти. Ну, видимо, хозяин сам ловит. Ой, лягушки. О, смотрите, жук-плавунец. Вот он. Какой большой. Андрюх, смотри, какой большой жук. Вон он поплыл. Вон. О, лягушка зеленая, как ты и говорил. А, глянь-ка, ты да, 100 лет таких не видел. А вон плавунец туда поплыл. Вон он. О, смотрите, ребят, зеленая. 100 лет не видел, вот реально. В детстве мы постоянно их видели, а сейчас я их вообще не вижу. Это прям уже какой-то артефакт, вымирающий вид. Да. Зелененькая лягушечка. Вот еще один плавунец. Вот он. Ну-ка. Вот он поплыл. Ой, смотри, сколько тут этих плавунцов. А, ты бы таких и не видел даже. Да? Вот тут вот он еще один. Вот он, вот тут, смотри. Вон он крадется. А. Видишь? Ну, какая тут флора-фауна богатая. Прям жизнь кипит на берегу этого Безымянной озерца. реки, да? Да. Или река, или озеро это. Что, будем брод брать? Не, брод, ребят, не будем. Я так наелся, сегодня брод брать не буду. Не, ну лягушечка вот сидит, греет спинку свою. Ой, еще одна. Ё-моё, вот вас тут сколько. Ладно. Он еще плавунец. Я прям не знаю. Тут какой-то аквариум просто. Все, ребята, еще раз до свидания. А то вы меня скажете, что ты нам тут не мопеды показываешь, а каких-то жуков. Ой, они прям плывут тут этими парами. Все, выключаюсь, а то я никогда не выключусь.
дорожка. Ох, солнце как светит.